Добрый день, в эфире АЛА-ТОО Лайв, в студии работает Жолдош Исаков. В Кыргызскую республику несколько дней назад с официальным визитом посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. За время пребывания в Бишкеке бывший премьер-министр Соединенного Королевства встретился с главой государства и председателем кабинета министров. Отметим, этот визит прошел в рамках центральноазиатского турне главы британского МИД. Далее Дэвид Кэмерон вылетел в Астану. И о том, какие вопросы поднимались им на встрече с руководством республики, мы поговорим с нашим гостем, послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Бишкеке Николасом Бауром. Господин посол, здравствуйте. Первый вопрос. Каковы итоги визита главы МИД вашей страны в Кыргызстан? What are the results of the meetings of the MFA to Kyrgyzstan? Well, first, thank you very much for having me on. The meetings with the MFA were very productive. David Cameron felt like they happened in a very warm environment, and the main outcome of the meeting was to really upgrade the level of the UK-Kyrgyz relationship. He was the first ever Foreign Secretary to come and visit the country, and his message was very clear that the UK is here for the long term, and we want to be a partner of choice for Kyrgyzstan on a number of key issues. Вначале хочется поприветствовать вас и поблагодарить, что приняли здесь. Я бы хотел сказать, что результаты довольно очень впечатляющие, потому что они прошли, по словам нашего уважаемого господина Дэвида Кэмерона, очень такой теплой обстановке, и была возможность обсудить множество вопросов, и самым основным было то, что принято решение еще улучшать и повышать уровень нашего взаимодействия и сотрудничества. Да, господин Дэвид Кэмерон, он был первым из внешних секретарей, которые приехали, посетили Кыргызстан после ее независимости. Вопрос такой, в какой сфере мы можем улучшать наши взаимоотношения? In what areas do you think we can upgrade our relations? Well, I think the most exciting one is probably in the education sphere. Lord Cameron announced plans for us to double our Chevening scholarships. The Chevening programme is the way that we bring Kyrgyz people and indeed people from around the world to study in some of the best universities the UK has to offer. В первую очередь это в сфере образования. Лорд Кэмерон он предложил сразу 2 раза увеличить количество квот выдаваемых программ стипендии «Шевник», в рамках которой ученики из Кыргызстана имеют возможность учиться в самых лучших вузах Британии. And he also committed to provide English language textbooks to every school in Kyrgyzstan. Также он пообещал предоставить книги по изучению английского языка в каждую школу в Кыргызстане. The other area where we will see increased cooperation is, of course, trade and investment. The Foreign Secretary, jointly with Deputy Prime Minister Torabayev, visited the site of a canal being rehabilitated with the product of a Welsh company called Concrete Canvas. Также очень большую сферу занимает именно торговля и инвестиции. Господин лорд Кэмерон вместе с вице-председателем кабинета министров господином Турбаевым вместе посетили один из каналов, где именно ведется ремонтные сооружительные работы, именно уэльской компании, которая занимается именно новыми подходами, новыми технологиями в виде цемента. And in the framework of that agreement, the company will construct a factory near Osh to manufacture their product in Kyrgyzstan for use in the country and export to the region. And it's just one of many deals we've signed in the last 6 months that reach $0.25 billion worth of investment and trade with Kyrgyzstan. И это было принято последующее решение, что будет целая фабрика построена, завод на юге, в городе Ош, где будут производиться новые продукты, которые будут обслуживаться и продаваться по всему региону. Это лишь один из многих примеров именно взаимодействия и экономического сотрудничества между нашими странами, которые произошли за всего 6 месяцев, и сумма превышает 1,5 миллиарда. Спасибо. Сейчас для того, чтобы наши зрители понимали, о чем говорит господин посол, отметим, несколько дней назад в Чуйской области сотрудники компании из Британии Concrete Canvas представили свою продукцию в качестве пилотного проекта. На демонстрации этого проекта участвовали прибывший в нашу страну с официальным визитом господин министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и с участием заместителя главы кабинета министров Кыргызской республики Бакыта Турабаева. И компания показала, что может производить мягкое композитное бетонное полотно, которое укладывается на ирригационных и гидротехнических сооружениях, хвостохранилищах. И сам материал обладает высокой степенью водонепроницаемости. Сейчас вы можете это
это посмотреть. На видео идет полная демонстрация прибывшему гостю и заместителю главы Кабмина. И самое главное, этот завод в перспективе, который заработает через несколько лет, будет производить больше десятка тысяч километров этого полотна, и государство обязуется выкупать 1,5 миллиона полотна в год. Таков один из тех проектов, которые обсуждали господин Кэмерон и замглавы Кабинета министров Торобаев. И следующий вопрос у меня касается также визита Дэвида Кэмерона в Кыргызстан. Какие темы обсуждались на встрече главы МИД Великобритании и главы государства Садыра Джапарова? So after reiterating of what you mentioned and showing the images of what was happening, now the next question is, could you please say and elaborate on what were one of the topics that were discussed with Mr. Cameron and Mr. Sadr Japarov? The meeting with the President was, of course, the highest ever level meeting that's happened between a representative of the British government and the leadership of the Kyrgyz Republic. In itself, the meeting was historic. The discussion was, as with the Foreign Minister, very warm and constructive, and the two principals covered a wide range of issues. В первую очередь хочется сказать, что это был исторический визит, исторический момент, потому что на высшем уровне проходила встреча между представителем правительства Британии и президентом Кыргызской республики. По словам господина Дэвида Кэмерона, встреча прошла очень конструктивно и очень теплой обстановке. Была возможность обсудить большое количество различных вопросов. The topics included the need for Kyrgyzstan to realise its hydropower potential and other renewable energy potential. That's an area where the UK is very ready to support. И одним из самых важных было именно позволить Кыргызской республике реализовать весь свой потенциал в сфере гидроэнергетики, а также в возобновляемых источниках энергии. The benefit to both countries of the seasonal workers scheme, through which nearly 10,000 Kyrgyz people worked in the UK in 2023 in our food supply chains. Также возобновить и продолжить работу по сезонным работам, в рамках которой больше 10 тысяч кыргызстанцев смогли поехать в Соединенное Королевство и поработать на сельскохозяйственных работах. And of course, the importance of the charity organisations, voluntary bodies, and not-for-profits that have made such an important contribution to Kyrgyzstan's vibrant democracy and exemplary open economy in the region. А также речь пошла о благотворительных, а также общественных организациях, которые до сегодняшнего дня смогли сделать огромнейший вклад в развитие демократии и развитие общества в этой стране. In summary, from our side, we felt the meeting was broad, constructive, and a historic moment. И в целом мы сами тоже очень ощутили, что речь зашла об очень широком спектре работы и очень конструктивно продолжилась. Мы сами увидели это и почувствовали это впечатление. Да. Вы плавно подвели тему к следующему вопросу, который я подготовил. Последние годы увеличивается количество кыргызстанцев, которые выезжают на сезонные работы в Великобританию. Начинали, я могу ошибаться, с цифр, по-моему, с 2000 наших граждан, теперь уже 10 тысяч. Какие планы в этом направлении? Собирается ли британское правительство увеличивать квоты для наших граждан, чтобы они могли сезонно выезжать в Британию легально, работать и возвращаться на родину? It's so great that you already are moving on to the next topic that I had prepared a question for. So we really are seeing some good the success in the seasonal work scheme from Kyrgyzstan to Britain. Now, could you please specify, if I'm not mistaken, it started out with about 2,000 people, and now we're talking about 10,000. What are some of our plans for this year? What are your forecasts? And we would like to say that this is definitely something very significant when the Kyrgyz people are being able to work there legally in UK. Absolutely, and it's hugely important to the UK. These people are making a vital contribution to our food supply chains. So their work is important to our country as much as it's important to them as individuals and, of course, Kyrgyzstan through the money they bring home. Однозначно здесь очень важная польза идет и для британской стороны, потому что кыргызы, они играют очень важную роль в пищевой безопасности и цепочке поставки питания в нашу страну. И
тем самым также кыргызстанцы имеют возможность хорошо заработать и вернуться в свою страну. You're right, the number of people going to the UK under the scheme has increased, and I think it will increase next year. И вы полностью правы, когда говорите, что это количество людей, оно действительно очень быстро растет, и оно будет дальше расти. But ultimately, that will be down to the companies who hold licenses in the UK to recruit people from anywhere in the world to go and work in the UK under the scheme. Но в конечном итоге это все зависит от тех компаний, которые имеют лицензии для того, чтобы привлекать сотрудников в страну, и они будут принимать решение, с какой страны им будет удобнее привлекать. But when they decide where to hire people from, they like people who are hardworking, they're honest, and of course that they return back home in line with their visa terms and conditions when their jobs are finished. И, естественно, они стараются видеть именно тех людей, которые очень усердно работают, они, которые именно не нарушают местные законы, а также они очень честны, и именно тех они берут, которые обязательно возвращаются после завершения своей работы. And when I met farmers and Kyrgyz people working in the UK last June to talk about the scheme and their experience, the farmers told me that Kyrgyz people are doing all of those things. So I fully expect that the number will continue to grow, and I think it's brilliant for both countries. И когда я разговаривал именно с фермерами, работодателями, они сказали, что они очень сильно довольны кыргызскими сотрудниками, потому что они выполняют именно все три эти обязательства, и я уверен, эта цифра будет только расти. And the last thing I'd say on this is that unfortunately, as the scheme becomes more successful, criminals and other people with malign intentions unfortunately try to take advantage of Kyrgyz people who really want to go to the UK. So taking this opportunity, I would encourage anyone who is looking at trying to go to the UK under the scheme to make sure they follow only official routes and don't believe anyone who's not a representative of the official authorities involved in this if they try to tell you that they can help you get to the UK. You don't need to pay for visas, you don't need to pay for applications for the scheme, and going through the official routes is the only way to secure a spot to work in the UK. И, к сожалению, чем популярнее становится данная программа, тем больше появляются различные мошенники, недобросовестные люди, которые хотят именно воспользоваться этой возможностью. Из-за этого я бы сейчас хотел официально заявить, что все желающие поехать в Англию на рабочие поездки сезонные, они всегда пусть будут очень сильно осторожны. Я хочу здесь официально заявить, что за заявку, за именно заполнение анкеты, за принятие в программу никому не надо платить. И пусть те желающие, которые хотят поехать, обращаются только в официальные органы, которые занимаются этим делом, и не верят кому-либо, который будет говорить, что он может помочь взаимодействовать, именно решить этот вопрос. Да. И в подтверждение этих слов напомним, что Министерство труда, социального обеспечения и миграции еще раз напоминает, что списки тех компаний, которые имеют официальное разрешение на трудоустройство, временное трудоустройство в Великобритании, есть в списке Минтруда, и вы с легкостью можете ознакомиться с этим списком. Для этого вам надо обратиться на сайт migrant.kg, где вы точно увидите списки компаний, которые аккредитованы британской стороной и которые имеют легальное право на трудоустройство на территории Великобритании. Сезонное, вот скоро, я думаю, эти работы стартуют. И в завершении выпуска хотел бы поговорить более уже о глобальных вещах, но перед этим спрошу задам вопрос, который волнует многих кыргызстанцев. Соединенные Штаты для граждан Кыргызстана вводят 10-летнюю визу, уже ввели с этого года. Китайская Народная Республика рассматривает вопрос, скажем, упрощения системы получения визы. Есть ли сподвижки в этом направлении, потому что многие говорят, что британскую визу очень трудно получить. So we're going to finish up with some global questions that I'm going to ask, but prior to that, there's a very interesting question I would like to ask. As you perhaps know, the US has begun issuing a 10-year visas to Kyrgyz citizens, and also China has officially declared that they're going to make it all easier to get the visas to China. Now, given all this information, are we expecting some improvements with the UK visa system? Because there are many people who are sometimes complaining, saying that it's a bit difficult to get a visa. There's nothing I would love more to see more and more Kyrgyz people going to the UK, whether that's to work in the agricultural sector, to study, or indeed to take up other positions of employment or simply go on holiday.
Вы не представляете, я ничему был бы не больше рад, чем если больше кыргызстанцев будут ездить в Великобританию. Это может и работать, и учиться, и просто как туристы, или трудоустраиваться уже долгосрочно. It's my second time in the country. I love the country. I love the people. I know how much they have to offer the UK. And trying to find ways to get more people to go to the UK is one of my priorities. And we're in constant discussions with the Home Office, which is the government ministry responsible for visas in the UK, to make sure that we're getting absolutely as many people as we can to the country within the rules. И действительно, я сюда уже назначаюсь во второй раз. Я очень люблю эту страну безумно. И я понимаю, сколько много вещей Кыргызстан есть, что дать Великобритании. В этом плане мы на постоянной связи с нашим центром в Великобритании, который именно выдает и решает этот вопрос визы. У нас постоянно идут переговоры. Мы очень действительно стараемся, чтобы облегчилась эта процедура. И в завершение вот вопроса, о котором я говорил, какое значение британское правительство придает всему Центральноазиатскому региону, потому что, как вы знаете, недавно состоялся глобальный форум C5 плюс US с участием президента США, потом в Сиане была встреча C5 плюс Китай, то есть мировые лидеры встречаются с лидерами нашего региона, и какое значение Британия придает нашему региону? So the question I was preparing for is that what significance is given by UK to this region of the Central Asia. As you know, that recently there was the C5 plus US that took place recently, and also after that we had in Xinjiang the C5 plus China. So with this regards, overall there is a growing interest into the region. So what would you say on this? Well, Lord Cameron's message coming here, and he visited all 5 Central Asian republics as well as Mongolia. His message was very clear that the UK understands the strategic importance of Central Asia and the importance of the individual countries within the region to the UK and to global affairs. Лорд Кэмерон был очень однозначен во время своего визита, который прошелся по всем 5 центральноазиатским странам, плюс Монголии, где он очень четко сказал, что Великобритания придает очень большое значение всему центральноазиатскому региону, как и в каждой стране по отдельности. It's important to the UK's prosperity, it's important to the UK's security, and the visit was not just a one-off moment, it's the start and marks the beginning of an upgrade in the way we relate to the region and the countries within it. Это важно как для благополучия Великобритании, так и для безопасности Великобритании. И в целом это был не разовый визит, а больше как начало долгосрочного улучшения отношений с этим регионом и с каждой страной. As concerns the specific C5 format, we'll have to wait and see. But I can tell you for sure that the UK wants to be a reliable, long-term partner of choice for Central Asia. And of course, my job in that is making sure that we do it in the right way in Kyrgyzstan. Насчет формата C5 нужно будет еще посмотреть, что можно будет сделать, но в целом я хочу сказать, что Великобритания очень сильно заинтересована, чтобы для Кыргызстана мы были страной выбора, который при сотрудничестве. И моя работа как раз таки в том заключается, чтобы я максимально сближал наши страны. Да, спасибо за ваши ответы. Еще раз напомним, нашу страну несколько дней назад с официальным визитом посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. За время пребывания в Бишкеке бывший премьер-министр королевства встретился и с главой государства, и с председателем кабинета министров. Отметим, этот визит прошел в рамках большого центральноазиатского турне главы британского МИД. Далее Дэвид Кэмерон уже вылетел в соседнюю республику, в Астану, и о том, какие вопросы поднимались им на встрече с руководством республики, и другие вопросы мы сегодня обсудили с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Бишкеке Николасом Баулером. Мы благодарим господина посла за ответы. Оставайтесь на канале АЛА-ТОО 24. Совсем скоро увидимся.